Всем привет, друзья! Сегодня будет необычное видео. Видео называется «Медитация». Многие из нас подвержены стрессам. Многие из нас ходят на нелюбимую работу, занимаются нелюбимым делом. И у многих из нас часто бывают депрессии. Эти три составляющих современного человека неотрывно следуют за нами. Это все результат прогресса, результат того, что люди сейчас очень много времени отдают электронным гаджетам, очень мало времени проводят друг с другом и очень мало времени уделяют своей душе. Но очень важно для нас оставаться самим собой, оставаться человеком и быть ближе к природе, быть ближе к себе, к своей душе и уметь правильно отдыхать. Я, так же, как и вы, учу иностранный язык. Для меня это английский язык. Для вас это русский язык, если вы смотрите мой канал. И поэтому очень часто бывает, что когда вы долго учите иностранный язык, вы устаете, вам ничего не хочется, и вы бросаете обучение и возвращаетесь к нему спустя месяц, 2 месяца, иногда даже через год. Все это происходит потому, что вы не даете себе отдыхать. Нужно уметь правильно отдыхать. Я хочу вам рассказать несколько способов, как можно отдохнуть в перерыве между уроками русского языка. Первое. Перед тем, как садиться за изучение русского языка, обязательно настройте себя на позитивный лад. Думайте позитивно, улыбайтесь, послушайте вашу любимую музыку или посмотрите ваш любимый фильм. Настройте себя так, словно сейчас вы будете делать что-то очень приятное для вас. После того, как вы занимаетесь русским языком, сразу постарайтесь расслабиться. Как можно расслабиться? Мне, например, помогает чашка свежесваренного кофе и небольшое пирожное или мороженое, потому что сладкое, как вы знаете, содержит эндорфины, а эндорфины – это гормоны, которые улучшают нам настроение. Второе. Что касается разговорного русского языка. Когда вы начинаете говорить с человеком на русском языке, на иностранном для вас языке, постарайтесь перед тем, как завести разговор, прокрутить в голове основные фразы, которые вы сейчас будете использовать. Просто вспомните их для того, чтобы, когда вы начнете говорить, у вас не было ощущения скованности, ощущение страха. Вы идете на разговор с человеком уже подготовленными. Это очень классная психологическая фишка. И перед тем, как сказать первое слово, глубоко вдохните и выдохните. Ну что, почувствовали себя русским человеком? А теперь начинайте говорить. И третье. Если у вас сейчас совершенно нет настроения учить иностранный язык, у вас депрессия, вы ничего не хотите делать, и вы сидите дома, просто глядя в интернет и убивая время, то вам нужно реально расслабиться. Никакие из перечисленных ранее методов вам не помогут. Вам нужно просто расслабить себя физически. Вам нужно просто погулять или включить красивую музыку,
и просто полежать с закрытыми глазами, не делая ничего абсолютно. Мне очень помогает огонь. Я просто зажигаю свечку и смотрю на огонь. When I see fire, I feel relaxed. Вообще и огонь, и вода очень хорошо воздействуют на нервную систему человека. Когда однажды я ходила на рыбалку, да, я люблю рыбалку, то я сидела на берегу, ловила рыбу и увидела человека, который сидел неподалеку от меня на берегу и просто смотрел на воду. Он сидел там, наверное, целый час, просто не отрываясь, смотрел на воду. Я подошла к этому человеку и спросила у него: «Зачем ты сидишь здесь? Ты сидишь здесь уже целый час, зачем?» И он сказал мне, что он очень плохо себя чувствовал, ему хотелось даже что-то сделать с собой нехорошее, но он пришел сюда, на берег озера, и вода — это единственное, что его успокаивает. Для меня это было открытием, но, как видите, некоторым это помогает. Мне помогает смотреть на огонь, тому человеку помогало смотреть на воду. Так что открывайте для себя что-то такое, что помогает вам расслабиться. Итак, это было видео о медитации, о релаксации, о моих методах. И я желаю вам, чтобы все у вас в жизни было хорошо, чтобы у вас было множество хороших эмоций, чтобы вы никогда не грустили, чтобы вы обязательно отдыхали, потому что без отдыха никуда. Всем спасибо за просмотр. Я жду вас в своих следующих видео. Пока-пока!